И у меня очередное супер событие в моей жизни. Такую красавицу я цепанул. Прям, блин, вот прям, ах. Такое личико хочется прям это... Это личико. Итак, сегодня на обзоре у нас таксопарк Такси Хайп. А, собственно говоря, что тут обозревать? Уже то, что в нем работаю я, говорит само за себя. Есть, конечно, один недостаток. Куда потратить безумные деньги, которые я и ты сможешь заработать в нашем таксопарке Такси Хайп. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи. Ох, какая мадемуазель. Привет. Ты прямо как будто сошла с картины какой-то. Не, может быть да, может я какой-то затертый достал тут комплименты с своей комплиментошной. Но привет. Ты очень хорошо выглядишь, Аня. Я спасибо, уже даже забыл, как меня зовут. Лида. Петя. Саша. Ты-то такая... Ты так... не помню, какие там слова дальше в песне были, но ты бежала? Ну, я очень торопилась. Ты очень торопилась ко мне. Я тоже, можно сказать, к тебе торопился, но сидя стоя на месте. Ну, я очень торопился с тобой увидеться, потому что, ты знаешь, вот бывает фотографии у девушек обманывают, да? У мужчин, кстати, тоже. Да, серьезно? Да. Ну, типа, он же был без живота. И не такой седой, и не столько морщин, да, на самом деле у девушек чаще это происходит. Ну, почему-то девушки чаще хотят показаться лучше, чем есть на самом деле. Короче, ты не такая. Это ты очень прям, приятно. даже можно сказать, фотографии не дотягивают твою... назовем это индивидуальностью. Все, я растаяла. Я сам уже порастаял. Я даже не буду сейчас быстро уходить с места, чтобы мои растаявшие подтеки не было видно. Что я несу, господи. Ладно, скажи мне, пожалуйста, давай разбавим. Можно я сумочку поставлю? Можно, давай. Спасибо. Скажи, пожалуйста, чем ты живешь, Анечка? Ну смотри, Чем ты-то? Да. Я бровист. Бровист – это специалист, ты брови делаешь? Да, но я еще и обучаю людей этому, да. Я еще и училка. Блин, ты училка в очках. Расскажи, ты бровист, да? И как жизнь бровиста в современной России? Ну, кстати, неплохо. Все хотят стать бровистами. Очень красивые брови. Спасибо. Видимо, просто такая вот какая-то... Ну, в какой-то момент женщины определили, что брови – это важная часть лица. Ну, типа, одна из самых важных, да? И что можно их... Ну, кстати, брови меняют лицо очень сильно. Да, потому что я помню, когда была мода на тонкие брови, потом была мода на толстые брови. И какие только женщины у нас что-то вот пасет в форме. Прошла уже. Что я хотел сказать? И что в современном мире эти брови, они могут не так, что там типа вот там 10 лет одни брови носят, да? То есть они могут за год, там, например, тенденция поменяться, да? Да, там, очень сильно. Да. И это получается для мастера перспективная история. То есть люди будут апгрейдиться, да? То есть ну, и плюс еще есть всякие повышения, квалификации. Ну, этому тоже можно обучать. То есть ты сначала научил человека, а потом его постоянно повышаешь. Да. Что ты сказала? Ну, знания повышаешь. Да, точно. А что ты сейчас после этого сказала? Что я чем занимаюсь? Да. Чем занимаюсь? Я в данный момент очень взволнован твоим присутствием и занимаюсь тем, что пытаюсь держать себя в руках. Да, и пытаюсь сдержать тебя в руках. Ты знаешь, я вообще даже не знаю, как бы нам все-таки плавно переместиться в какой-то, может быть, понимаешь, ты, вот твой внешний вид, он меня на какие-то романтические движухи наталкивает. Вот правда, я готов бегать по полю, собирать цветы, даже голышом. Но поля тут нет. Вот травка, суховей, сухостой, может быть. Это будет самый замечательный букет. Да. Вот. Лучше такой, чем другой. И я очень
очень, как я уже сказал, рад тебя видеть. Я очень рад, что ты, ну, знаешь, бывает такое, что с девушками Ой, прости, пожалуйста. Давай. Не отвечу. Алло, привет. Да все хорошо, я с подругой сижу. Ну так я подружку с собой взяла. Ну, точнее, она меня с собой взяла, она ж на машине. Она вышла на секунду в туалет. А ты чем занимаешься? Хорошо. Пока. И могу спросить? О чем? Тут нет твоей подружки. И как бы и я в туалет пока не выходил. Я даже не знаю, теперь как сказать, не выходил или не выходила. Я не выходил, Лав, в туалет. А как Слушай, это? Не, погоди, а ты типа у тебя папа стесняется тебя отпускать на свидание? Ну, как сказать, папа? Ну, это молодой человек. Ну, слушай, все бывает. Я с ним встречаюсь уже полгода, так. И ничего не происходит. Прости, а что не происходит? Ну, никакого развития. Мы даже вместе не живем. Мы видимся раз в неделю. Меня такое не устраивает, и поэтому мне нужны более серьезные отношения. Ну, как бы я пока что не рассталась с ним. Очень интересно, просто очень неожиданно сейчас у меня какой-то небольшой, прости, диссонанс в голове. Ну, ты нормальный, типа? Не хочу быть там ханжой, но как-то при живом парне, ну так назовем это. Ну, а для него это нормально? Что мы раз в неделю видимся и ничего не происходит. А тебе бы что хотелось? Мне бы хотелось более серьезных отношений. Мне бы хотелось, чтобы... Замуж? Ну и замуж тоже, да, чтобы к нему переехать. А так я живу одна, квартиру снимаю, но это такое себе. А так мог он снимать? Нет, ну у него есть квартира. У него вообще квартира есть. Понятно. Но я хочу, чтобы у моего молодого человека была квартира, чтобы он был серьезный. Квартира, машина. Чтобы впоследствии он мне сказал: все, зайка дорогая, можешь не работать. И я бы занималась своим делом. Брови для удовольствия уже делала бы. И не мучилась бы, не искала бы там, сломя голову клиентов. Слушай, я на самом деле, честно, для меня это немножко, такое себе. То есть я, может быть, не такое себе. Если бы я где-то это услышал, я бы сказал, а что, девушка в поиске, как бы нормально. Но вот то, что я не был к этому готов, я немного, честно говоря, подрастерялся. Как-то, не камильфо. Это как будто, знаешь, как будто вот два человека занимаются чем-то на кровати, а кот или собака вот так смотрит на них впритык. Как-то неудобняк. Мне вот сейчас. Я не знаю, я очень сложную параллель сейчас, может быть, меня сейчас немножко парит то, что мы с тобой здесь, а ты наплела чуваку про подругу, понятно, чтобы его не расстраивать, но как-то это странная какая-то история. Почему тогда от него не отказаться полностью от этого? Не знаю, может быть, я боюсь быть одна. А так тут мне с ним тоже тяжело. У меня нет кольца на пальце. А я вижу, да. Вот. Предложение он мне не делал. Так что я считаю, что это вполне позволяет мне общаться с другими. Вот что тебе позволяет общаться с другими. Но я, еще раз тебе говорю, у меня как-то неприятненький какой-то осадочек внутри, несмотря на то, что ты такая красотка. Зато честно. За честность тебе большое спасибо. За честность. Но вот по внутренним ощущениям я ты же взрослый человек, я взрослый человек. Так. Мы же не в школе, где можно обидеться на это. Как бы да. Нет, наверное, да. Наверное, ты права. Чего тут, как говорится, обижаться на это? Хорошо, давай мы тогда эту тему сейчас на паузу поставим, да, чтобы у меня пришло в равновесие в голове все устаканилось. Вот здесь вот поесть можно. Я предлагаю поесть и поговорить на какие-то более отвлеченные темы. Ты как? Огонь. Мне, кстати, китайская кухня нравится. Серьезно? Всякие ушки, ростки бамбука, утка Нет, другая. Там рыба, морепродукты. Понятно. Я думал, любишь поросячьи хвостики. Нет. Ладно. Неважно. Я тебя оставлю там на входе, да? Ты столик иди занимай. Я машину припаркую и пойдем, хорошо?
Слушай, ну я же не изменяю, это просто встреча. Ага, я понял. Хорошо. Угу. Окей. Вдруг у нас что-то получится, и уже можно будет с ним расставаться. Хорошо, я понял. Вот здесь вход. Я сейчас по тачку припаркую и подойду, хорошо? А сумочку мне оставите? Так нет, а что, забирай с собой? Как-то я с женской сумкой, если приду, будет не очень прикольно, правда? Хорошо. Хорошо. Ну, я тебя буду там ждать. Давай, хорошо. Ага. Сейчас, 5 минут. Давай. Хер тебе! А не Женька. Не для такой циничной сучки мама моя цветочек выращивала. Не для такой. Вот не для такой. Ну вот, а что? Не, ну блин, друзья мои, ну это же вообще ни в какие ворота. Это же вообще какой-то трэш, лютый. Просто лютый и дикий трэш. Я говорю, как она сказала? Ну, типа, а чё, я же не изменяю ему, ну, потусим с тобой там как бы, вот. И потом, соответственно, у нас, может быть, что-то получится, так я его отошью. Ну, то есть, читаю между строк. Ну, если ты мне будешь снимать квартиру, у тебя баблишка побольше окажется, то я буду с тобой. Бля, куда мир катится, друзья мои? Так нет, в смысле катится, он уже прикатился, блин. Нет, я понимаю прекрасно, что в женщину надо вкладывать, я понимаю. Но вот на таких каких-то моментах я прям, ну, как я уже сказал, ну, при живом парне она ему чешет, что с подругой. Ну, просто я реально понимаю, что если я с ней замучу, то, возможно, да невозможно, а 100% она также будет параллельно встречаться со своими подругами, которые вышли в туалет. Это, я так понимаю, чтобы трубку, наверное, он ей сказал, дай трубку подруге, она говорит, типа, не могу, он в туалет вышел. Ну, видимо, я так понимаю. Ну, вообще, это, конечно, какое-то... Пускай, короче, посидит за столиком, я думаю, да, и подумает, как это происходит. Ну, потому что это прям... Ну, это прям... Ну, прям такое себе. Вот честно. Вот прям... Не знаю. Осадок, честно, вот них... Девочка красивая. Ну, давайте только без ложной скромности, ладно? Я знаю, что вы любители найти косяки. Ну, какая девочка, ну, улыбка какая она. Вот я очечки, еще и училка, представляете? Что с ней можно было бы... Как говорится, не помню, как говорится, но суть в том, что вселенная, видимо, наделяет вот именно таким образом, да? Если ты красивая, то обязательно у тебя должен быть какой-то изъян в характере. А если ты страшненькая, то ты такая вся милая, добрая и хорошая. Блин, ну шпилят-то не хороших, милых и добрых, а вот таких вот сучек меркантильных. Да, она все равно не дала мне. Короче, одни расстройства, бля. Ну вот реально, одни расстройства. Одни огромные расстройства. Никакой положухи. Хотя, может быть, я и зря выпендривался. Да, может быть, она бы сейчас бы через полчаса, набив рот китайской едой, сказала бы: «Ой, ты мне нравишься, я бросаешь парня, алло, Вадик, всего хорошего». И мы бы... А потом бы я ей сказал: ты знаешь, что-то, мне кажется, мы не подходим друг к другу. Ладно. Хрен с ней, как говорится. Я верю, что найду такую, в которой совпадет все. Красавица будет просто невероятная. И любить меня будет. И денег не попросит. И... Что-то я, по-моему, размечтался. Ведь вряд ли такие есть. А напишите, кто-нибудь, может, женат на такой? Очень интересно. Пишите, а я пойду погрущу. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.